Всем добрый день, с вами Татьяна. Вот я и вернулась. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки спицами на 5 спицах. Узор с обвитием петель на размер 38-39. Вязать я буду. Пряжа у меня белый, зеленый, красный. Это турецкий акрил. Картопу Флора в 100 граммах 240 метров. И это тоже вот Дора. И что у нас здесь? Тоже 240 метров. Значит, вы можете вязать любой пряжей. Если метраж подходит к моему, то мои расчеты вам подойдут. Также в процессе вязания я отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Как я уже сказала, у меня будет размер 38-39. На размер 36-37 мы по ширине на пару петель наберем меньше. И по длине тоже на пару рядов меньше. Но об этом в процессе вязания я буду говорить. Ну, а также, как я уже сказала, буду измерять в сантиметрах. Спиц у меня номер 2,5. Значит, так, что дальше? Переходим сейчас к вязанию. Так, сняла его с манекена. Сейчас я его сразу вам замеряю в готовом виде. Значит, весь следок в спокойном состоянии. Это он у меня еще не отмоченный. 23,5 сантиметра. В ширину 10. Вот здесь широкая часть. И вместе с бейкой с обвязкой 9,5. Ну, остальные уже детали в процессе вязания буду измерять. Значит, сейчас мне понадобятся круговые спицы для зачина мыска. Мысок можете набирать кому как удобно, любым методом, то ли джуди, то ли турецким, то ли еще каким-нибудь. Я в предыдущих видео показывала, как я набираю. Значит, сейчас вот по такой схеме я буду вязать мысок. Наберу 11 петель сейчас на мысок. Через ряд буду расширять, добавлять по одной петельке. Когда вот у меня будет, смотрите, 21 петля на спице, я начну вязать узор. И буду продолжать также расширять. Всего у меня будет 29 на передних двух спицах и на задних двух спицах 29. Всего 58 петель у меня будет. Если размер маленький 36-37, оставьте 56. Но опять же зависит от плотности вашего вязания, от плотности пряжи и тому подобное. Значит, можно схему заскриншотить, или же она у меня будет в сообществе на канале, там фотографии, схемы размещаю, а также в своих соцсетях, ссылка на мои соцсети в шапке профиля. Так, значит, сейчас я набираю по 11 петель на каждую спицу. Так, одну на нижнюю завела, перекрутила, одну на верхнюю. Нити перекручиваю, одну на нижнюю, одну на верхнюю. Так я наберу петли, и на каждой спице у меня будет по 11 петель. Потому что у меня узор несчетное количество петель, поэтому я набрала 11. Так, теперь одну спицу я вытаскиваю. Можно узел сразу завязать, но я это делаю в конце вязания. Теперь все петли провязываю лицевыми. Провязали, придерживаем, подтянули вторую спицу и точно так же провязываю, эту вытащила, петли со второй спицы. Ой, куда-то я уехала.
провязали. Далее опять подтянула спицу. Теперь 5 спиц переношу все петли равномерно на 4 спицы, 5 будем вязать. Переношу сразу с накидом, буду снимать. Так, первую провязала, вторую провязала, все вяжем лицевыми. Делаю один накид. Так как у нас нечетное количество петель, у нас на спице на одну петлю будет отличаться количество петель. Так, пересняла. Теперь на вторую спицу переснимаем. Осталось 2 петли. Одну добавляю. Пересняли. Теперь оставшиеся петли точно так же переносим на 2 спицы. Следующий ряд мы провязываем по узору без добавок, без накидов. Через ряд буду делать по одной добавке. Первую провязала, вторую провязала, одну опять добавила. Все перенесли. Теперь продолжаем вязать мысок. Зачин сделали. Так, вот это у нас хвостик. Можно его вывести сразу наперед. Это у нас здесь начало ряда. Так, следующий ряд. Вяжем все лицевыми по кругу. Довязываем вторые 2 спицы. Так, провязали. Следующий ряд у нас идет с накидами, с добавками. 2 петли провязали, одну добавляем и опять вяжем до конца ряда, не довязывая последних 2 петель. Делаю одну добавку. Так я расширю, как я уже говорила, у меня будет 21 петля на спице вместе с накидом, и я начну вязать узор. Значит, сейчас что мы делаем? Вяжем мысок, расширяем через один ряд, делаем по одной добавке. Я к вам вернусь, начнем вязать узор. Расширила я мысок. На спицах у меня сейчас 21 петля вместе с накидом. Вот смотрите. Значит, в этом ряду у меня добавки не будет. Сейчас вяжу по схеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель мы провязываем основным цветом. Далее у меня идет 1 петля зеленым цветом с обвитием петель. Ну и далее все буду вязать по схеме. Кто умеет вязать по схеме, можете сразу вязать по схеме. Я провяжу, насколько сил хватит по петель на это все. Значит, смотрите, я сейчас провяжу вот этот вот узор, потом после него через 1, 2, 3 вот ряда, это я тут карандашиком наметила, второй раз я буду вязать такой же самый узор с самого первого ряда. Потом я его, когда второй раз закончу, сделаю разъем и уже пойду вязать поворотными рядами. Значит, так, сейчас я нарезала ниток, вот таких вот не сильно длинных, зеленый, красный. Так, что мы сейчас сделаем? Сейчас сразу линеечку ложу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель. Так, белым цветом провязываю 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 петля зеленым цветом.
зеленый цвет завожу наперед. Следующую петлю, которая у нас по схеме идет зеленым цветом, мы ее обматываем один раз. Вот так вот набросила, обмотала. И провязываю ее основным цветом. Провязала. Теперь подтянула ее. Нить завела обратно. Назад. Далее что у нас идет по схеме? 7 петель белым цветом. Основным. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее у нас она опять идет одна петля зеленым цветом. Зеленый цвет завела вперед. Петлю, которая у нас по схеме зеленым цветом, мы ее вот так вот набросили, обмотали, провязали, подтянула и завела назад. У меня разные нитки. Одна зеленая здесь, одна зеленая здесь, чтобы не делать больших протяжек. Так, назад завели, все. Далее мы провязываем все белым цветом до конца ряда. Все вяжу лицевыми петлями белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лицевую сторону закончили. Перешли на изнаночную сторону. Здесь никаких у нас изменений нет. Все 2 спицы задние провязываем лицевыми. Здесь были накиды, провязываем их. Второй ряд узора, второй. Вместе с накидом мы провязываем 7 петель. 1, 2, 1 накид, 3, 4, 5, 6, 7. Основным цветом белым провязала. Далее по схеме у меня идет 2 петли зеленым цветом. Сейчас, значит, 2 петли зеленым цветом обвиваем. Зеленую нить завожу вперед. Одну петельку обмотала, обвела, провязала, подтянула. Теперь вторую, придерживая, опять ее обвили, провязали. Все, 2 петли зеленым цветом обмотали, нить опять завела назад. Далее средние 5 петель провязываю белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. И опять у меня 2 петли зеленым. Нить завела вперед. Одну петлю обмотали, провязали, подтянули. Далее вторая петля зеленым цветом. То же самое все проделываем. Все. Далее все продолжаем вязать белым цветом. Это у нас второй ряд. Провязываем все до конца. Идем в начало ряда. Все основным цветом. И не забываем про добавки. Третий ряд узора. Здесь у нас прибавки нету. 4 петли провязываем белым цветом основным. 1, 2, 3, 4. Далее у нас идет 3 петли зеленым цветом нам нужно обвить. Так, нить вперед завела, одну петлю обвили, провязали. Теперь вторую.
и третью. Далее 1 петля белым цветом основным провязала. Далее 2 петли зеленым. Ой. Раз зеленую провязали, обвили. И вторая зеленым. Далее по схеме у нас средних 3 петли провязываем основным белым цветом. 1, 2, 3. И опять симметрично у нас идет повтор, что вязали на этой стороне, теперь будем вязать на этой. Опять у нас 2 петли зеленым цветом. Поверьте, это не так сложно вяжется, как может показаться на видео. Просто здесь на столе это не очень удобно делать, а так быстрее вяжется, чем жаккард. Значит, 2 петли зеленым провязываем, одну обвили, провязали, вторая зеленым обмотали, обвили, провязали основным цветом, подтянули, 2 петли, готово. Следующая 1 петля белым цветом провязали. Далее у нас идет 3 петли по схеме зеленым цветом. Так, первую провязали, обвили зеленым. Далее вторая зеленым. И третья. Так, все. Закончили в этом ряду узор. Это у нас 3-й ряд. Возвращаемся в начало ряда, довязываем все основным цветом. Перешли на заднюю часть. 2 спицы провязываем основным цветом. 4-й ряд узора. 6 петель основным цветом вместе с прибавкой 6 петель белым. 1, 2, 3 у нас прибавка, 4, 5, 6. Провязали 3 петли зеленым цветом. Так, 1 зеленым, вторая, и третья. Три зеленым провязали, обвили. 1 петля белым цветом провязываем и 2 зеленым. Раз зеленым и второй раз. Нить завели назад. Посередине у нас далее идет 1 петля основным белым цветом провязала и симметричный повтор. В зеркальном отражении вяжем вторую сторону. 2 петли зеленым цветом, одну провязала,
И вторую провязала. Нить завела назад. Одна петля белым основным цветом провязала. Далее у нас 3 петли зеленым цветом опять. Одна зеленая, вторая, и третья. Все, 4-й ряд, лицо, передняя сторона, узор закончили. Далее продолжаем вязать основным цветом. Не забываем делать прибавки. Как я уже говорила, я расширю. Всего у меня будет 58 петель. Если размер маленький, оставьте 56. Если нога большая или очень широкая, можно вообще набрать 60. Так, 4-й ряд довязываем до конца. Возвращаемся в начало ряда. 5-й ряд узора. 7 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 3 петли зеленым цветом. Здесь нить осталась у меня далеко. Я подвяжу еще одну. Потом она у меня в боковую часть уйдет, эта нить. Так, что мы делаем сейчас? 3 петли зеленым. Одну обвили, провязали зеленым, вторую. И третью. Одну петлю провязали белым цветом. И одна зеленым опять. Одна петля белым цветом провязываем среднюю петлю белым цветом. Так, правую половинку закончили. В симметричном в зеркальном отражении вяжем вторую половину. Так, что у нас теперь по схеме здесь идет? Одна петля зеленым цветом. Обмотали нить назад. Одну белым провязали. Далее 3 петли зеленым цветом. Одну зеленым обмотали, провязали, подтянули. Вторая зеленым. И третья. Все, нить назад. Оставшиеся все петли, это у нас 5-й ряд, все провязываем белым цветом. Идем в начало ряда.
Возвращаемся в начало. Пришли в начало ряда. Сейчас у нас будет 6-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас 6-й. Нам понадобится красный цвет. Вот отрезала 2 нитки красных. Вместе с прибавкой, с накидом мы сейчас провяжем 6 петель основным цветом. 1, 2, одну прибавили, 3, 4, 5, 6. Далее 2 петли красным. Красный цвет. Завела вперед нить. Первую петлю обматываем, провязываем основным цветом. И потом в конце, когда закончу, все вот эти вот хвостики буду связывать и прятать. Одну красным обмотали, вторая красным. Нить назад. Одну петлю провязали белым. Далее 3 петли зеленым. Одна зеленым. Вторая. Обмотали, провязали. И третья. Так, 3 зеленым. Готово. Далее 1 петля белым цветом провязываем. Средняя петля зеленым. Так, зеленым провязали, 1 белым, 1 петлю провязали белым цветом. Далее у нас по схеме 3 петли зеленым идет. Повтор. Первая половинка повторяем в зеркальном отражении. Так, первая зеленая обмотали, провязали. 1, 2 зеленая и третья зеленая. Одна белая. Далее 2 петли красным цветом. Одну петлю обмотали, провязали красным, подтянули. И вторую опять обвили, провязали. Все, 2 петли красным цветом готово. Нить назад. Далее все вяжем основным цветом. Это у нас 6-й ряд, заканчиваем его. Так, 2 петли осталось, не забыли, добавку сделали. Довязываем ряд до конца, идем в начало ряда. 7-й ряд узора, 6 петель белым цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 2 петли красным.
одна красным и вторая. Обвили, провязали, нить завели назад, 2 петли красным, готово. Четыре петли белым провязываем. 1, 2, 3, 4. Одна зеленым. Обвили, провязали. Одна зеленым, готово. Далее провязываем одну белым. И опять одну зеленым. Ой, что-то я тут накрутила. Так, обмотали зеленым, провязали. Нить назад. Опять 4 петли белым цветом провязываем. 1, 2, 3, 4. И 2 петли красным цветом. Одна красным. Обмотали, провязали, подтянули. И вторая. Так, готово. 7 ряд. Все остальное, все оставшиеся петли довязываем все белым цветом, заканчиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. До конца ряда довязали 6 белым, перешли на задние 2 спицы, все провязываем белым цветом, идем в начало ряда. Так что у нас здесь вот уже узор вот так вот вырисовывается. 8 ряд узора. Здесь у меня сейчас будет последняя добавка. Значит, сейчас у меня 2 спицы, 27 петель, 27. Всего у меня сейчас 54. Добавлю еще 1, 2 и сзади 2. 58 получится, да? Если размер маленький, как я уже говорила, сделайте на 2 петли меньше. Если наоборот размер большой, можете до 60 еще расширить. Значит, сейчас что у нас? 8 ряд. Вместе с прибавкой 5 петель белым цветом. 1, 2, 3 прибавила, 4, 5. Теперь 2 петли зеленым. Далеко остался зеленый цвет, придется подвязать. Так, 2 петли зеленым провязываем. Одна зеленая, подтянули, вторая зеленая, нить назад. Далее 5 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь одна зеленая, одна белая, одна зеленая, одна белая, одна зеленая вяжем. Одну зеленую обвели, провязали. Следующая одна белая, опять одна зеленая, одна белая и опять одна зеленая.
подтянули. Все, 3 зеленых провязали. Чередовали мы зеленая, белая, зеленая, белая, зеленая. Далее 5 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли зеленым. Раз. И 2 зеленым. Все, и оставшиеся петли мы все провязываем белым цветом основным. Это у нас был 8 ряд. У меня последняя прибавка, как я уже говорила. Далее я буду вязать все по узору. Прибавок больше нет. Две, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Так, что у нас далее идет? 9 ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, вяжем все по узору теперь. По-любому вам нужно эту схему заскриншотить, потому что мы сейчас закончим вот этот вот узор, и он у нас будет опять повторяться 2-й раз. Я же не могу провязать все 40 рядов попетельно, поэтому вот как это вяжется, я вам показываю. Ну, надеюсь, что уже понятно. Вот, смотрите, сейчас провязали, что мы 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 петли зеленым, да? Давайте вот еще раз повяжу. Так, 9 ряд это у нас 5 петель белым цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Далее у нас по схеме идет опять 2 петли зеленых. Провязываем 2 петли зеленых. Зеленую нить опять мы переводим вперед. Обматываем 1 петельку, провязываем. Обмотали, провязали ее. И вторую. И вторую зеленым точно так же обмотали и провязали. Подтянули, нить завели назад. Смотрим далее схему, что у нас здесь по схеме. 2 зеленым провязали, далее по схеме 1, 2, 3. 3 петли основным цветом провязываем. Следом идет 2 красным. Так, 3 петли провязали, 1, 2, 3. Далее 2 петли у нас с красным цветом идет. Красный цвет завели вперед. Первую обвили, провязали, подтянули, опять вторую. Все то же самое проделываем. 2 красным, готово, провязали. Нить красную завели назад. Основной цвет берем. Далее у нас по схеме 1 петля белым основным. Далее 1 зеленым. Обвили зеленую петельку, провязали, подтянули, нить завели назад. Следующая петля у нас белым цветом, провязываем. Далее опять у нас по схеме идет зеленый цвет, 1 петля зеленым цветом, обвиваем ее. Провязали, зеленый цвет подтянули, нить завели назад. 1 белым, провязали, 2 петли красным. Вот какой близко красный цвет у нас здесь находится, ту и ведем. Если цвет остался далеко, подвяжите еще 1 нить. Пусть лучше будет лишний хвостик, мы его потом спрячем, но чтобы не было больших протяжек.
Значит, так, нить вперед красную обмотали. Угу. Провязали. Одну красную провязали. Вторую красную. Опять обмотали. Провязали. Все. Далее 3 петли белым цветом. Провязываем 1, 2, 3. Что у нас здесь далее по схеме идет? 2 петли зеленым. Одна зеленым и вторая зеленым. Так, это у нас 9 ряд мы сейчас свяжем. 2 зеленым сделали. Все, нить назад. И все оставшиеся петли провязываем основным цветом. Идем в начало ряда. Так, что у нас здесь? Вот так вот у нас здесь. Так, пришла в начало ряда. Следующий у нас 10 ряд. Ну, давайте уже для круглого, как сказать, 10 рядов провяжу, в общем. А далее уже будем вязать по схеме сами. Думаю, что все основное, как это вяжется, я вам смогла объяснить. Ну, как я уже сказала, 30 рядов в высоту провязать это очень тяжело. Поэтому, значит, так, 10 ряд. Начало, что у нас здесь? Вяжем основным цветом 1, 2, 3. Провязали, смотрите. Далее по схеме у нас идет 2 красным. Опять красный цвет. Ага, вот она у нас осталась далеко. Поэтому сейчас я вот этот вот хвостик наперед. Так, ой-ой-ой, ускакала. Одну красным. И вторую красным обвиваем и провязываем. Две красным готово. Далее по схеме у нас идет 4 белым. Провязываем 1, 2, 3, 4. Далее 4 петли у нас идет красным цветом. Опять красный цвет. Нить вперед. 4 петли обвиваем красным цветом и провязываем. Так, первая красная. Провязали, подтянули. Вторая. Третья петля. Четвертая. Все, 4 красных петли провязали. Нить завели назад. Далее по схеме у нас одна петелька белым, одна зеленым. Обмотали зеленым одну, провязали, подтянули нить назад. Далее у нас идет вторая половина. Все повторяется в симметричном порядке. В зеркальном, да? Так, зеленым одну провязали. Далее у нас одна белым провязываем. И опять 4 красным. Все то же самое проделываем. Красную нить завела вперед. 4 петли провязываем первую, обмотали, провязала, подтянула, вторую обмотали, провязали, подтянули, третья, и четвертая.
4 красным готово. Что у нас после этого? 4 белым мы провязываем. 1, 2, 3, 4 белым провязали. И опять у нас в конце ряда 2 красным, да? Угу. 2 красным. Опять нить вперед. Придерживаем. 2 красным обматываем и провязываем каждую петельку основным цветом. Белым провязали, красный цвет подтянули. И вторая красным придерживаем. Опять обмотала я и провязала ее. Вот так вот. Вот такая вот техника. Очень увлекательно. Так, все. И оставшиеся, что у нас 1, 2, 3 осталось. Провязали основным цветом. Задняя часть задней спицы мы провязываем без изменений. Возвращаемся в начало ряда. Вот такая красота получается. Потом это все поподтягиваем и попрячем потом хвосты. Значит, сейчас что мы делаем? Вяжем 2 раза вот этот вот узор, повторим. Смотрите, что у меня сразу вывернуло, получилось по изнанке. Вот так вот все хвостики под ниточками я попрятала. А где близко ниточки, я их просто позавязывала на узелки и попрятала. Ничего-то не выскакивает. Проверено временем. Смотрите, закончила я вот один узор вязать. И, как я уже говорила, 1, 2, 3, через 3 ряда, опять с самого начала я начинаю вязать второй узор. Довяжу сейчас второй узор, к вам вернусь, сделаю разъем и пойдем вязать дальше. Так, закончила я вязать мысок. 2 раза провязала узор. Сейчас я замерю его, сколько у меня в высоту получился. Высоту 12 сантиметров. И в ширину 10,5. Так, теперь далее пообрезала все нитки. У меня здесь 1 петля красным осталась, 2 петли красным, последний ряд. Сейчас я буду делать разъем. Закрою средний 9 петель. Пришла вот в начало ряда. У меня здесь на 2 спицах 29 петель. Закрою средние 9, значит по 10 петель у меня останется на каждой спице. Что теперь делаю? Провязываю сейчас 10 петель. Так, здесь последняя красная у меня была. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь по 2 петли закрываю вместе, пока на второй спице у меня не останется 9 петель, 10 петель. Средние 9 петель я закрываю. Что такое-то? Так, закрыла петли. 2, 4, 6, 8, 10. 10 здесь осталось и 10 на этой спице. 2, 4, 6, 8, 10. Теперь далее все оставшиеся петли я провязываю лицевыми основным цветом. И буду вязать по лицевой стороне лицевыми петлями и по изнаночной стороне буду вязать лицевыми петлями. Без изменений все вяжу платочной вязкой нужную длину до пятки. Значит, я провяжу всего полных 23 ряда. 23 у меня изнаночных дорожки будет до пятки. Довяжу ее до конца. Замеряю, как всегда, в сантиметрах. Значит, сейчас вот этот вот ряд заканчиваю. Все вяжу лицевыми. Так, довязываем ряд до конца. Все лицевыми. Так, последняя петелька. Дошла я до разъема. Сейчас я вот здесь подхвачу петлю, чтобы не было дырочки. Провяжу их 2 вместе. Так, подтянула. Развернулись. Все, теперь вяжем изнаночные и лицевые ряды. Все лицевыми петлями, как я уже говорила. Довяжем до пятки. Я к вам вернусь и будем заканчивать.
Провязала я нужную длину до пятки. Ну вот 10 сантиметров, да, 9,5. Теперь пятку буду вязать также платочной вязкой, все лицевыми петлями на средних 11 петлях. Значит, у меня было 49, 19 на одной спице, 19 на второй и 11 посередине. Теперь первую спицу все петли провязала. Перехожу к петлям, которые на пятке, 11 петель, провязываю все лицевыми. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязала. Теперь разворачиваюсь на изнаночную сторону. Опять провязываю до последней петельки. И последнюю петлю буду соединять с петлей с боковой спицы. Первую сняла. Вяжем все петли. Так, последняя петля. 2 вместе провязываю по изнаночной стороне, соединяю лицевой петлей. Соединила, развернулась. Первую снимаем, оставшиеся петли провязываю опять лицевыми и последнюю петлю соединяю с петелькой с боковой спицы. По лицевой стороне 2 вместе буду провязывать изнаночной петлей. Последняя. Две вместе провязала изнаночной петлей. Так, подтянули, все, развернулись опять на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю, оставшиеся провязываю лицевыми петлями и последнюю петлю соединяем с петелькой с боковой спицы. Так провяжем, закончим, соединим все петли до конца. В самом конце можно пару петель убавить, чтобы верх не был сильно широкий. Вот опять при необходимости. Так, последняя петля вот у нас. Лицевой соединила 2 вместе, провязала. Развернулись. Вяжем дальше. Заканчиваем пятку, соединяем все боковые петли. Довязала, закончила вязать пятку. Теперь все петли по 2 закрываю. Провязываю 2 петли вместе, закрыли. Так, далее беру сразу красный цвет. Сейчас на 4 спицы по всему верху красным цветом я наберу, у меня будет 62 петли. Провяжу один ряд все изнаночными, потом 5 рядов провяжу белым цветом, и остальные буду вязать все опять красным. Всего у меня будет 13 и плюс первые 14 рядов. Последнюю сразу красный цвет подвязала. Теперь крючком под крайнюю дужку вытаскиваю петельку, ниточку, то есть набираю петли. Кому удобно, можно это сразу спицы делать, но мне удобнее крючком. И еще сейчас я провяжу вот один ряд изнаночными, остальные все ряды провяжу лицевыми. Значит, внутреннюю часть я вяжу спицами на полномера меньше. Ну, тогда она лучше выкладывается, вот так вот скажу. Провязала я высоту 13 рядов лицевыми петлями. В сантиметрах это будет, ну, смотрите, чуть больше 3 сантиметров, почти 3,5. Так, теперь
Что дальше выворачиваю наизнанку и буду монтировать по изнаночной стороне вот эту вот обвязку. Бейку всю нужно сейчас прикрепить. Аккуратно разравниваем, чтобы здесь ничего не перекосило. Вот так вот ровненько выкладываем. Теперь первая петля со спицы. Снимаем одну петлю, подхватываю самую первую петлю первого наборного ряда красным цветом. Я набирала, изнаночный ряд провязывала. Подхватили. И ниточкой вот так вот раз протянула и второй раз протянула, прикрепила. Одну петельку сняла. Подхватила первую петлю. Вот она полоса. Захватили, раз протянули и второй раз протянули. И так по одной перекрепим, подвяжем все вот эти вот петли со спицы. И на этом будет все. Еще раз сняла петлю, отхватила. Все, заканчиваем. Отворот наш примонтируем. Вот так вот. А вот еще что, хвостики остались, да? Вот можно их вот так вот, смотрите. Раз завязала и два завязала. И под нитками опрячем. Вот сколько у меня осталось пряжи. Ну, меньше, чем полмотка. Грамм 70, наверное, ушло. Ножниц нету, все, обрежем. Все, у меня на этом сегодня все, девочки. Всем легких петелек, всем до новых встреч, пока-пока.